Всем привет! Сегодня у меня в планах детализация лица. У меня есть вот такой набор текстур. Тут у нас Utility, Displacement и Diffuse. Переносить мы их будем с помощью плагина ZeoWrap, который находится в ZBrush. Вы могли с ним сталкиваться, когда делали ретопологию. С его помощью часто переносят сетку с BaseMesh на модель. В первую очередь мы создаем plane по размерам нашей текстуры. Размер текстуры можно посмотреть в ее свойствах. У меня plane уже создан, вот он, поэтому я его просто переношу через Insert в наш проект. Он уже есть. И теперь подгружаем наши текстуры. Включаем наши текстуры на этом плейне и уменьшаем его до необходимого размера. Нам нужно подстроить размер плейна с текстурой под размер нашего лица. Так как мы будем проецировать наш plane на нашу модель, нам нужно поднять его вверх, чтобы он был над моделью, на которую мы будем его проецировать. Включаем ZeoWrap. Plane должен находиться с левой стороны экрана. И начинаем ставить точки. Главное, чтобы точки шли в одном порядке, что на плейне с текстурой, что на модели.
Когда работаете с ушами, нужно ставить больше точек. В моем случае текстура будет немного искажена на ухе, так как у моего персонажа эльфийское ухо. Ну, примерно так будет достаточно. Если вы видите, что у вас что-то легло криво, съехали уши или губы, как у меня, то можно еще переходить в ZBrush и редактировать это. Для удобства можно поднять уровень с объектива.
Если проводить завраппинг на высокополигональных моделях, это может быть очень затратно по времени, поэтому лучше, конечно, делать его на моделях с меньшим количеством полигонов.
Все, с плейном я закончила. Теперь нужно перенести текстуру на саму модель. Для этого я поднимаю модель вверх списка, она должна быть над текстурой. И перехожу в The Wrap, только теперь мы используем Texture Transfer. То, что у меня здесь перевернутая текстура, это нормально, по крайней мере для меня и для моей данной ситуации, потому что у меня оказалась проблема с UV-разверткой моего плейна. И получается из-за того, что я в самом начале не переворачивала текстуру, она у меня легла на плейн нормально, но сейчас она у меня идет в перевернутом виде. Вот UV моя. Так что нажимаем Project и ждем. На UV разверке получается все нормально. И теперь нам нужно сохранить нашу текстуру. Обязательно должно быть включена альфа. И нажимаем экспорт. Выбираем наш размер, он у меня тут уже подстроен. Получается 8К. Теперь проделываем то же самое с текстурами Displacement и Utility. Только у меня проблема, и у меня не подгружаются они сюда. Сюда теоретически можно загрузить Displacement и Utility, и они станут просто на место диффуза. Но у меня так не получается, поэтому я перехожу в ОК. Наша текстура сохранилась. И нажимаю я текстуру. Перехожу в Texture Map и выбираю здесь Displacement. И он ложится так же, как и диффуз на эту модель. Нажимаю вот так. Вот так. И перехожу так же самое в The Wrap. Texture Transfer. И нажимаем так же самое Project. И сохраняем. Так. Экспорт. Сохраняем в том же формате, в котором у нас был файл. У меня TIFF, поэтому я сохраняю в TIFF. И делаю то же самое с Utility. Выбираю. Так, только не забываем переходить на наш. Я обычно забываю переходить, потом возвращаюсь обратно. Переходим на наш плейн, меняю текстуру на Utility. Возвращаюсь к моему персонажу. И также самое Texture Transfer. Но если у вас будет подгружаться вот здесь вот Import Texture, то это будет идеально. Нажимаем Project. И сохраняю.
следующий этап будет Substance Painter, но уже в следующем видео. То же самое я проведу и с более высокополигональной моделью. Plane останется тот же, я просто перенесу с него текстуру на высокополигональную модель и сохраню, и все.